Вы даже не представляете, какие архитектурные чудеса могут построить некоторые птицы. Погрузитесь в мир, где каждая веточка имеет значение, а некоторые гнезда способны выдержать даже ураганный ветер. Тут не просто птичий домик, это настоящие крепости и дворцы. Эти истории о творениях пернатых гениев – общительные ткачи, обитающие в районе пустыни Калахари, простирающейся через Южную Африку, Ботсвану и Намибию, знамениты своими впечатляющими гнездами. Эти птицы создают огромные, детально продуманные коллективные жилища, которые считаются крупнейшими гнездами на деревьях в мире. Вместо того, чтобы строить индивидуальные укрытия, они возводят одно большое гнездо для всей колонии. Одновременно в нем могут находиться свыше 100 особей, а некоторые гнезда используются более века. Гнездо общительных ткачей напоминает улей пчел. Каждая ячейка или гнездовое пространство имеет небольшой вход для отдельной птицы. Диаметр этих камер варьируется от 10 до 15 сантиметров, и в одном гнезде может быть от 5 до 100 таких помещений. Эти ячейки играют важную роль в выживании птиц в суровых условиях пустыни. Зимой, когда температура резко падает, птицы собираются в центральных, лучше изолированных камерах, сохраняющих тепло. Летом же предпочитают внешние помещения, где прохладнее. Некоторые гнезда настолько большие и тяжелые, что могут достигать веса нескольких тонн, вызывая падение деревьев, на которых расположены. Кактусовая железистая сова – это небольшая птица, обитающая в пустынной среде на юге Аризоны, юго-западе США и северо-западе Мексики. Она предпочитает селиться на высоте ниже 1200 метров. Эта маленькая сова может легко спрятаться в вашей ладони. Благодаря своим крошечным размерам она прекрасно адаптирована к жизни в пустыне и использует кактусы в качестве места для гнездования. Обычно отверстия в кактусах заранее проделывают дятлы в поисках пищи, поэтому сове даже не приходится утруждать себя. Кактусовые железистые совы известны тем, что они ночуют в железном дереве, мескитовом дереве, акации, сагуара и кактусах для органных трубок. Эти птицы находятся под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания. Съедобногнездный стриж – это удивительное создание природы, обитающее в Юго-Восточной Азии. Эти птицы строят свои гнезда из застывшей слюны. Их жилища обычно имеют белый цвет и непрозрачную структуру, а диаметр гнезда составляет около 6 сантиметров. Они располагаются в скальных пещерах недалеко от берега. Съедобногнездные стрижи используют простую форму эхолокации, как летучие мыши, чтобы ориентироваться в темных пещерах, строить гнезда и находить пищу. Это поистине уникальное явление в мире природы. Однако, несмотря на всю свою уникальность, эти гнезда стали популярным китайским деликатесом. Из них готовят суп из птичьих гнезд. В связи с этим возникли серьезные опасения по поводу их чрезмерного вылова. В ответ на эту проблему торговцы птичьими гнездами начали выращивать и разводить съедобногнездных стрижей в своих домах. Это позволяет им выбирать лучшие гнезда для продажи. Поскольку риск при использовании домашних гнезд гораздо ниже, чем при сборе гнезд в пещерах, они существенно дешевле. Малоизвестная птица малео обитает исключительно на острове Сулавеси и привлекает внимание своим необычным способом размножения. Вместо строительства гнезда эта птица закапывает яйца в вулканический песок острова, который подогревается геотермальными источниками. Тепло, необходимое для развития эмбрионов, обеспечивается именно почвой, а не телом птицы. Более того, сразу после появления на свет птенцы самостоятельно прорываются сквозь песок, подобно морским черепахам, и уже умеют летать. Сегодня численность малео составляет лишь около 10 тысяч особей, и для спасения этого вида требуются срочные меры охраны. Одной из причин сокращения популяции является охота местных жителей на яйца малео, которые в 5 раз превышают размеры куриных и богаты белком. Буштиты, обитающие в западной части Северной Америки, отличаются строительством уникальных висячих гнезд, напоминающих мешочки. Основу этих конструкций составляют паутина и мох, а готовое гнездо может свисать на расстояние до фута от места крепления. Процесс возведения гнезда занимает длительное время, иногда целый месяц или даже дольше. Чтобы достичь желаемого эффекта свисания, взрослые птицы садятся внутрь конструкции, утяжеляя ее собственным весом.
Затем снаружи гнездо утепляется материалами вроде перьев, шерсти и растительных волокон, а также маскируется кусочками растений. Перед началом строительства пара буштитов исследует подходящие места, развешивая паутину на кустарниковой амеле или иной растительности. Ткач Байя, которого иногда называют королем птиц-строителей, демонстрирует выдающиеся способности в создании гнезд, используемых не только для жилья, но и для привлечения партнеров. В период размножения самки внимательно изучают каждое гнездо самца, выбирая наиболее понравившиеся. Интересно, что исследования показали, важнее расположения гнезда была его конструкция. Гнездо представляет собой своеобразную форму носка с центральной камерой и вертикальной трубкой, ведущей ко второму входу внутри нее. Материалом для постройки служат длинные полоски рисовых листьев, трава и пальмовые ветви. На сбор всех необходимых компонентов самец совершает до 500 путешествий. После сбора материалов начинается кропотливая работа по созданию сложной структуры. Ткачи Байя обитают на Индийском субконтиненте и в Юго-Восточной Азии, перемещаясь большими стаями и совершая захватывающие воздушные маневры. Черный стриж – это одна из самых загадочных птиц Америки. Эти пернатые предпочитают вить гнезда в труднодоступных местах, например, за водопадами. Из-за этого о них собрано не так много информации. Недавно стало известно, что черные стрижи зимуют в речных каньонах на западе Бразилии. Это место находится примерно в 6,5 тысячах километров от их обычных мест гнездования в Колорадо. Ученые давно подозревали, что эти птицы проводят зиму в Северной Америке, но до сих пор не знали, где именно. Благодаря геолокаторам эта загадка наконец раскрыта. Шалашники заслуженно прославились созданием сложных и эффектных мест для гнездования, привлекающих потенциальных партнеров. Эти конструкции не только впечатляют своей архитектурой, но и украшаются различными яркими элементами, такими как цветы, блестящие панцири жуков или ягоды. Например, атласный шалашник предпочитает синий декор. Чем старше птица, тем больше синих аксессуаров она добавляет к своему сооружению. Среди украшений можно встретить синие ягоды, ручки, цветы и кусочки пластика. Строительство гнезд требует значительных усилий. Однако, согласно исследованию, 75% самок посещают лишь одну из них перед спариванием. Всего существует 20 видов шалашников, принадлежащих к 8 родам, каждый из которых имеет собственное представление об идеальном гнезде. Среди прочих выделяются великий шалашник, создающий двустенную конструкцию, похожую на аллею, украшенную белыми и зелеными предметами, и шалашник Воглкоп, чьи гнезда украшены нарядами ярких праздничных оттенков. Южный крикун – это птица, которая получила свое название из-за громкого и легко узнаваемого крика. Его можно услышать на расстоянии нескольких километров. Эти птицы обитают на юго-востоке Перу, севере Боливии, Парагвая, юге Бразилии, Уругвая и севере Аргентины. Они предпочитают селиться на водно-болотных угодьях, затопленных полях, лугах, болотах, озерах и лагунах. Южные крикуны строят огромные гнезда на земле из тростника, сорняков, палок и других материалов. Эти гнезда расположены рядом с местом гнездования, недалеко от воды, но добраться до них трудно. Самцы и самки, которые обычно образуют пару на всю жизнь, вместе строят гнездо. Песчаные ласточки – это необычные и общительные маленькие птицы. Они гнездятся колониями, количество пар в которых может варьироваться от 10 до почти 2000. Ласточки выбирают для гнезд естественные или искусственные берега. Почва должна быть рыхлой, чтобы можно было выкопать норы. Эти норы располагаются перпендикулярно земле и выкапываются примерно на 63,5 см в сторону берега после завершения работы. Гнезда также устраиваются рядом с большим открытым водоемом, чтобы у ласточек был достаточный доступ к воде, так как большая часть их рациона состоит из насекомых, которые собираются возле воды. В конце выкопанной норы сооружается гнездовая камера из циновки травы, корешков, листьев, веток, соломы и перьев. Именно там самка откладывает от 2 до 7 белых яиц и насиживает их. Сезон размножения песчаных ласточек длится с апреля по август.
Рубиново-горлый колибри – это маленькая птица с очень красивыми и легкими гнездами. Самка строит гнездо из мелких листьев и меха животных. Она готова потратить много времени, чтобы сделать свое жилище красивым и уютным. Самец тоже участвует в процессе. Он следит за окружающей обстановкой и предупреждает самку об опасности. Чтобы сделать гнездо теплым и мягким, самка несколько дней собирает мех животных. Затем она вплетает его в каркас из листьев. Так умная колибри маскирует свое убежище от хищников и защищает его от непогоды. Красный овенберд – это национальный символ Аргентины, птица, обитающая во всей Южной Америке. Она строит многоэтажные гнезда из глины и веток. Эти прочные конструкции призваны защищать птиц от нападения многочисленных хищников. Даже челюстям крупного млекопитающего порой трудно раскусить такие скорлупки. Многие птицы попадают в человеческие духовки, но эта жареная птица заслужила свое имя, потому что гнезда некоторых видов напоминают примитивные кастрюли с крышками. У красного овенберда наиболее характерное гнездо – толстая, круглая, крепкая структура, собранная путем выведения пар из глины в течение примерно 6 недель. В отличие от большинства пернатых, красный овенберд процветает в городской среде обитания и быстро приспосабливается к человеческому вторжению. В результате эти птицы теперь предпочитают использовать искусственные сооружения для защиты своих детенышей, освобождая свои прочные гнезда для других видов, например, для шафрановых зябликов. Деревенская ласточка получила свое прозвище благодаря привычке строить гнезда под крышами человеческих построек, таких как сараи, конюшни и навесы. Крыша здания служит одновременно и крышей, и защитой для гнезда. Ласточка строит свое жилище из комочков влажной земли, которую она собирает из луж и скатывает в шарики. Эти комочки, имеющие форму ее рта, приносятся в клюве и крепко приклеиваются к стене. Для скрепления комочков ласточка использует собственную слюну. Чтобы укрепить сооружение, она смешивает землю с соломинками, стеблями и конским волосом. Гнезда городских ласточек отличаются от гнезд деревенских ласточек своей формой. Городская ласточка строит гнездо в форме шара с круглым входом. Интересный случай произошел в 2011 году в Великобритании, когда из-за засушливой весны ласточкам стало трудно строить гнезда, что поставило под угрозу их размножение. Тогда Королевское общество защиты птиц призвало жителей страны выставлять на улицу емкости с жидкой глиняной массой, что помогло спасти популяцию ласточек. Синицы-ремезы – удивительные птицы, способные научить мастерству плетения даже самых опытных мастериц. Их гнезда представляют собой настоящие произведения искусства. У одного вида есть ложный вход сверху, а в настоящее гнездо можно попасть через липкую заслонку, спрятанную снизу. Гнезда синиц-ремезов искусно сплетены из смеси шерсти животных, пуха, мягких растений и даже паутины. Люди на протяжении всей истории использовали их в качестве сумок и детских тапочек. Когда синицы-ремезы не заняты активным размножением в своих висячих гнездах, их часто можно увидеть сидящими на небольших ветках и поедающими свою любимую пищу – извивающихся насекомых. Многие считают, что гнездо – это сооружение, построенное на дереве. Но это не так. Например, кустарниковые куры строят огромные гнезда на земле. Некоторые из них могут достигать 45 метров в диаметре и 60 сантиметров в высоту. Самец кустарниковой курицы выкапывает огромную яму и заполняет ее ветками, листьями и другим органическим материалом. После того, как самка откладывает яйца, пара добавляет тонкий слой песка для утепления. По мере разложения органических веществ под землей их тепло согревает яйца. Единственный недостаток в том, что птенцам приходится выкапываться из этих огромных куч после вылупления из яиц. Это трудный процесс, который может занять до 15 часов. Гнезда арапиндолы монтесумы издалека напоминают висящие плоды, что может ввести в заблуждение тех, кто оказался на Карибском острове после кораблекрушения и испытывает голод. В период размножения прибрежные деревья, где обитают эти птицы, украшены множеством гнезд – от 30 до 40 штук, хотя на больших деревьях их количество может превышать 100. Каждое гнездо строится разными самками из палочек и веточек, но на одном дереве присутствует только один доминирующий самец, который
который последовательно спаривается с каждой будущей матерью. Самки откладывают по 2 яйца за раз, которые вылупляются спустя 15 дней, а птенцы покидают гнездо еще через 15 суток. Птицы – это прирожденные архитекторы. Они создают жилища, которые по всем законам физики должны бы рушиться под натиском ветра и непогоды, но вместо этого они выдерживают любые испытания, спасая своих обитателей от палящего солнца и дождя. А для некоторых эти дома служат одновременно и пищей, и кровом. Друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр.